Для того, чтобы покупать на AliExpress было еще удобнее, хотел бы порекомендовать вам одно расширение. Его можно абсолютно бесплатно скачать с официального магазина Chrommark. Установка занимает всего пару секунд, после чего вы сразу видите под кнопками «Купить» рейтинг продавца. Слева внизу есть кнопочка, щелкнув по которой можно увидеть не только рейтинг продавца, но и стоимость. То есть увидеть, насколько сейчас реальная скидка или как изменялась цена на данный товар. Также у самого плагина очень удобное меню. И среди прочего, заказы, корзина, здесь есть также отслеживание посылок. Скачать его можно, перейдя по ссылочке, которую я разместил в описании под этим видео. Не так давно компания Srok представила очень интересную мобильную, можно сказать, материнскую плату формата Mini STX, на которой распаяны очень интересные разъемы, необычные опять же. К нам эта материнская плата попала не просто голая, а еще и с набором различных комплектующих, которые можно на нее установить и посмотреть, что будет за зверь такой. А дело в том, что на этой материнской плате можно установить комплектующие, и данный компьютер можно будет полностью называть игровым. То есть это будет мощный игровой компьютер. Что это будет за железо? Что за разъемы здесь? В какой корпус это все может поместиться? Точнее, даже не то, чтобы поместиться. Обычно так говорят, когда что-то очень большое. А в нашем случае наоборот, очень маленькое. То есть, что это может быть за мини такой корпус? Не будет ли железо перегреваться из-за того, что все вот так очень близко здесь находится? В общем, в этом видео я постараюсь ответить на эти вопросы и сделать еще обзор на эту материнскую плату, поскольку я думаю, никто не будет делать обзор на данную материнскую плату. А она очень интересна, особенно для тех, кто хочет собрать себе прям мини-ПК, и причем игровой мини-ПК. Вот это для них, для таких людей рассчитано. Итак, эта материнская плата работает на чипсете H110 от Intel. Хотя есть уже такая же на Z270 чипсете, она, конечно, подороже этой будет и покруче, там разгонный потенциал, возможно, какой-то даже будет заложен. Хотя эта материнская плата тоже может немного разгонять процессор. А процессор здесь на 1151 сокете, можно сюда поставить любой до 65 Вт. То есть, если больше 65 Вт, то данная материнская плата не будет поддерживать такой процессор. В нашем случае здесь будет стоять скальпированный 7700. То есть, эта материнская плата поддерживает Kaby Lake. Также производитель заявляет, что она будет поддерживать и 8-е поколение процессоров. Также эта материнская плата поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти в двухканальном режиме, которая будет работать. Но оперативная память здесь необычная, как в ПК. Здесь распаяны два разъема для SO-DIMM модулей. У меня есть две планочки по 8 ГБ DDR4 от HyperX. Как вы, возможно, заметили, здесь нету обычных колодок 24 пин для питания плюс 8 пин. Все питание осуществляется через специальный разъем. И, кстати, к этой материнской плате в комплекте идет еще и блок питания. Вот так необычно. Блок питания на 220 Вт. Такой большой, очень тяжелый, но при этом очень эффективный. И самым интересным здесь является то, что на эту материнскую плату можно установить мобильные видеокарты. То есть видеокарты формата MXM. Здесь распаян слот расширения MXM Type B, который поддерживает видеокарты мощностью до 120 Вт. В нашем случае будет установлено 1060 на 6 ГБ памяти. Хотя, в принципе, можно найти и поставить сюда 1070 с 8 гигабайтами, которая, в принципе, тоже не превышает лимитов 120 Вт. Вообще встречались даже видеокарты 1080, но с урезанными частотами, и питание составляло там 115 Вт. То есть такие видеокарты тоже сюда можно поставить. И теперь немножко отвлекусь и расскажу про видеокарту. Дело в том, что такие видеокарты, они идут в виде обычного текстолита, и никакого охлаждения на них не предусмотрено. Поэтому нам пришлось сделать кастомное охлаждение. Здесь мы видим медный радиатор и установлены два 60 мм вентилятора. И такое охлаждение может быть подключено к специальному 5-пин разъему, который есть на материнской плате. То есть материнская плата будет мониторить температуру видеокарты и будет управлять вентиляторами. На материнской плате необычно расположены различные разъемы, они здесь с двух сторон. То есть есть как бы задняя часть и есть фронтальная. На фронтальной части у нас расположились два гнезда Jack 3.5, также есть USB 3.0 и есть USB 3.1 Type-C. Есть также две колодочки для USB 2.0. Если нужно, можно подключить до 4 разъемов.
Также здесь дальше мы видим есть разъем для RGB лент. Но подключив к нему светодиодную RGB ленту, она у нас светилась только белым цветом. Каким-либо образом управлять подсветкой не получилось, поскольку в BIOS нету никаких параметров. Вообще для этой материнской платы, как ни печально, вообще нет никакого софта, никаких утилит, никаких драйверов. Даже мануала нету на официальном сайте. Итак, давайте теперь посмотрим на порты, которые находятся сзади. Есть отдельный HDMI порт для видеоядра процессора. Это в том случае, если у вас нету видеокарты. Разъем для питания, несколько разъемов 3.0. Для видеокарты здесь есть специальные разъемы. Это HDMI, причем может выводить картинку 60 Гц, 4К. Также есть DisplayPort и мини-DisplayPort. На обратной стороне нашей материнской платы расположились целый ряд разъемов формата M2. Один из них высокоскоростной и поддерживает передачу данных 32 гигабита в секунду. Также есть два разъема для SATA. К ним подключаются специальные кабели, на которые можно посадить еще несколько устройств формата 2,5 дюйма. То есть SSD-шники или жесткие диски, по которым будет уже передаваться не только данные, но и питание, что достаточно удобно. А теперь давайте все это соберем и посмотрим, какая будет производительность у данного ПК, насколько он эффективен, будет ли он перегреваться или не будет перегреваться, как по температурам и так далее. На данной материнской плате можно собрать достаточно неплохую игровую систему. Ничего здесь не будет улетать в космос по температурам или по шуму. Все достаточно стабильно будет работать. И это можно назвать игровым, мощным игровым ПК. Особенно если сюда поставить 1070 видеокарту и, скажем, материнскую плату взять на чипсете Z270, то все будет вообще топчик. 32 гигабайта оперативной памяти. В принципе, для игр этого вполне достаточно. По накопителям здесь можно поставить тучу M2 накопителей, и, собственно, это тоже будет очень жирно, особенно если здесь по терабайту поставить несколько накопителей, то для игр современных, я не знаю, можно не один десяток игр поставить, играть в это все, и будет все супер. В следующем видео мы расскажем и покажем, что за корпус будет для этого компьютера. Он у нас уже есть, уже сделанный. Но хотелось бы немножко разделить. Здесь больше о железе, а там будем больше говорить о корпусе. Следующее видео на нашем канале. Поэтому подписывайтесь на этот канал. Также заходите на наши странички социальные, ВКонтакте, Фейсбуке, смотрите, обсуждайте, что там. Задавайте вопросы под этим видео, возможно, по данной конфигурации, вообще, что здесь так, что не так, что, может быть, улучшить можно было, вы так знаете. Всем спасибо и всем пока.